Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю канал на ютубе «Московские гуппи». Друзья, как вы уже поняли из названия этого ролика, тема сегодня будет не самая веселая, но мы все же посчитали нужным о ней поговорить. Потому что в последние годы ведутся споры о том, что в наше время практически все аквариумные рыбки, в том числе и гуппи, стали более болезненными, с ослабленным иммунитетом и подвержены преждевременной смертности. Что касается гуппи, то утверждается, что раньше, лет 30-40 назад, гуппи были неубиваемые и неприхотливыми аквариумными рыбками, которые водились чуть ли не в каждом водохранилище, отстойниках и даже лужах. Ну вот вы знаете, мне тоже уже не 25 лет, и я прекрасно помню, какие гуппи были в те годы. И хочу вам сказать, что в лужах селекционные гуппи никогда не водились. И даже в отстойниках гидро- и теплоцентралей их там тоже не наблюдалось. Да их там и не могло быть, потому что в те же самые советские времена хорошие линейные породистые гуппи стоили очень приличных денег. Например, пара гуппи чистой линии стоила 5-10 рублей. А уж если это модные и ходовые породы, то их цена могла вырасти и до 25 рублей за пару. Если, конечно, вам их еще и продадут. Чтобы молодое поколение понимало, что в советское время значило 25 рублей, то эта сумма по паритетной покупательной способности сейчас примерно равна 10 тысячам сегодняшних российских рублей. В общем, понятно, что такие гуппи в лужах не водились, и не каждый любитель аквариумистики мог позволить себе их купить. А вот обычные беспородные гуппи, как мы еще их тогда называли, дворняги, действительно стоили сущие копейки, и были они практически у каждого любителя аквариумистика в СССР. Были ли беспородные гуппи более крепкими и здоровыми, чем породистые чистолинейные гуппи? Да, были, даже тогда это было заметно. Но основная причина была в том, что в те годы даже просто поменяться гуппи-производителями с коллегами было достаточно трудно. Просто надо было понимать психологию аквариумиста, селекционера гуппи в те годы. Практически все разводчики гуппи, скажем так, держали свои секреты при себе и старались о них лишний раз никому не говорить. Тем более, что рыбки приносили им тогда очень приличный доход. И если у аквариумиста оказывалось производители очень популярной линии гуппи, то он старался воспроизводить, обновлять их по каким-то своим схемам, но чтобы при этом мало кто знал про эти его схемы. И вот в этом-то и была основная причина, почему в те годы породистые чистые линии гуппи, особенно веера и валехвосты, были недостаточно крепкими по сравнению с дворнягами, которые размножались с кем возможно, где возможно, как попало, ну и так далее. Эта причина имеет свое название – инбридинг, или по-простому близкородственное скрещивание. Вторая причина, почему в те годы аквариумные рыбки были более крепкими и здоровыми, в том числе гуппи, это то, что в те годы границы СССР были практически закрыты. Широкого импорта аквариумных рыбок из дальнего зарубежья не было. И всех тех экзотических, крайне агрессивных бактериальных инфекций и паразитов, которые мы получили с импортной рыбой, тогда тоже не было. Вот, в принципе, мое мнение о причинах, по которым гуппи 30-40 лет назад были более крепкими и здоровыми. Но потом пришли другие времена, и многое изменилось. Поэтому разговор у нас дальше пойдет о том, какие сейчас основные причины могут способствовать болезням и преждевременной смерти гуппи. Разговор этот будет долгий, потому что одним предложением об этом не рассказать. Само собой, что естественные причины, по которым гуппи умирают, например, старость, мы рассматривать не будем. Все живое когда-то умирает. А вот обо всем другом мы попробуем поговорить. И начнем мы с экзотических заболеваний, имеющих азиатское происхождение. С появлением в наших краях привозных азиатских рыбок к нам пришли и невиданные ранее бактериальные инфекции,
паразиты и нематоды. Да даже всем известный ихтиофтириус, но азиатского происхождения, оказался трудноизлечимым привычными нам лекарственными средствами. А уж про, например, печально известный азиатский грибок и говорить нечего. От таких инфекций, болезней очень трудно подобрать правильное лечение, а порой даже и невозможно. И чаще всего основная проблема заключается в том, что сами эти рыбки являются носителями вирусов, бактерий, которым у них есть иммунная защита. Но попав в аквариум к рыбкам, у которой такой защиты нет, они способны их всех перезаразить. И это, в свою очередь, часто приводит к гибели этих самых рыбок. Кстати, не обязательно, что новые рыбки принесли эти вирусы и бактерии. Возможна обратная ситуация, когда в аквариум с рыбками, которые являются носителями определенных вирусов и бактерий, вы запустили рыб, не имеющих защитных функций от них. И тогда вы видите, что ваши новые питомцы болеют и, может быть, даже погибают. При бактериальных и вирусных инфекциях применяются самые разные способы лечения, как специализированными лечебными препаратами, так и подобным сочетанием лекарств из обычных аптек. Еще одна очень распространенная причина преждевременной гибели гуппи – это покупка на рынке или в магазине рыбок, которые отравились аммиаком или нитритами. Дело в том, что на рынке или в магазине по причине неправильного ухода за аквариумом с водными обитателями или слишком долгого нахождения рыбок в транспортировочных пакетах может произойти аммиачная вспышка, в результате которой перевозимые в них рыбки могут отравиться. И сразу это трудно заметить. Покупатель таких рыбок, придя домой и выпустив их в аквариум, не может понять, в чем же дело. Рыбки постоянно вялые, стоят у поверхности воды и при этом часто и судорожно дышат. А такое поведение как раз и характеризует такого рода отравление гуппи. И в этом случае, если рыбки получили слишком сильную порцию аммиачного отравления, их практически уже не спасти. Если уже я затронул тему аммиачного отравления гуппи, то должен рассказать, что очень часто причина такого отравления в том, что начинающий любитель аквариумных рыбок неправильно запустил аквариум. На птичке мне часто приходится слышать типичные истории о том, что вот неделю назад купил аквариум, залил воду, запустил рыбок, ну и все они погибли. И вопрос, почему? А все дело в том, что в аквариуме еще не установился биобаланс и не завершился так называемый азотный цикл. Это когда в воде аквариума не развелось в достаточном количестве так называемых нитрофицирующих бактерий, которые призваны нейтрализовывать опасные яды аммиак и нитриты, которые вырабатываются в процессе распада органических соединений, продуктов жизнедеятельности обитателей аквариумов, недоеденного корма, погибших гидробионтов и растений. Еще один бич для гуппи – это паразиты. И самый распространенный из них – это сосальщики. Основные признаки заражения гуппи сосальщиками – это поджимание плавников, вялость, истощение и порой хаотичные штопорные движения по всему аквариуму. И в этих случаях гуппи также предпочитает стоять с поджатыми плавниками у поверхности воды. Но если вовремя и правильно начать лечение, то вылечить рыбок от паразитов-сосальщиков можно. Еще один вид паразитов, которые могут быть заражены гуппи, это нематода. Нематода камаляниус. Кстати, этот паразит появился в российских аквариумах как раз привозной рыбой из Юго-Восточной Азии. И, например, еще в 70-х годах прошлого века мы о нем практически ничего не знали. Этот паразит опасен тем, что он, пока не вырос, его незаметно. А растет он вместе с рыбкой. И до определенного времени рыбка выглядит здоровой и практически ничем не отличается от здоровых особей. А когда паразитический червь уже проявит себя, то в аквариуме могут быть заражены уже все обитатели. Зараженные червями рыбки со временем начинают тоже худеть. Постепенно это становится видно невооруженным взглядом. Часто у них развивается искривление позвоночника, и они погибают. Вылечить рыб паразитических червей крайне сложно. Но все же, если вовремя это начать делать, все же это можно сделать. Еще бывает, нам рассказывают, что приобрели здоровых рыб, даже провели карантин, выпустили в общий аквариум,
где они какое-то время чувствовали себя хорошо, и вдруг внезапно рыбки стали болеть и умирать. Мы начинаем интересоваться, а что предшествовало такому развитию событий. И выясняется, что незадолго до этого в аквариуме произошел какой-либо сбой. Ну, например, сломался компрессор, а купить новый удалось только через несколько дней. Или, например, сломался обогреватель. И температура воды в аквариуме снизилась или, наоборот, перегрелась до критических значений. В таких случаях можно предположить, что в результате таких непредвиденных событий у рыбок происходит сбой иммунной системы. И если в аквариуме был источник какой-либо инфекции, то эта инфекция проникает в ослабленный организм. Ну и уже далее все будет зависеть от стойкости организма рыбки или рыбок и своевременного лечения. А еще одна частая причина болезни и преждевременной смерти обитателей аквариума – это несвоевременный или неправильный уход за аквариумом. Если вы нерегулярно делаете подмены воды или вообще не меняете воду, а как некоторые делают, просто подливают воду взамен испарившимся объемом, и если вы не проводите сифонку грунта, не убираете своевременно отмерших стеблей растений, погибших гидробионтов, если у вас после кормления рыбок остается много несъеденного корма, то бактериальная вспышка в таком аквариуме неизбежна. Например, живородящие рыбки, к которым относятся и гуппи, могут заразиться такой опасной болезнью, как колумнариус. Ну и результат этот будет крайне удручающий. Старайтесь не допустить этих фатальных ошибок. Еще одна причина в том, что ваши гуппи стали болеть и умирать, может быть в некачественном корме. Особенно это относится к тем, кто кормит своих рыбок замороженными или живыми кормами из природных водоемов. Как правило, это трубочник и мотыль. Почему мы считаем, что замороженные корма могут быть опасны для аквариумных рыбок? Дело в том, что мы не знаем, из каких водоемов вылавливается этот корм и как его заготавливали, в каких условиях он транспортировался и как хранился на конечной точке реализации. Если, например, на каком-то этапе этой цепочки была допущена разморозка этого продукта, то его уже можно считать испорченным. И кормить своих рыбок таким кормом будет крайне опасным занятием. Кстати, это касается, кстати, и сухих кормов, если они продаются с просроченными сроками хранения или также хранились в ненадлежащих условиях. В таких вот испорченных кормах развиваются болезнетворные бактерии, грибки и даже ядовитые соединения, которыми даже при одноразовом кормлении могут отравиться все ваши рыбки. Еще одна типичная ошибка аквариумиста – это перенаселенность аквариума. И, как правило, сопутствующая этому фактору несовместимость рыб, проживающих в таком домашнем водоеме. Многие аквариумисты совершенно бездумно покупают рыбок при каждом посещении рынка или зоомагазина, ориентируясь прежде всего на свои желания и не задумываясь, сколько рыб могут жить в аквариуме, смогут ли они вообще ужиться вместе с собой. Я сколько раз уже наблюдал ситуацию, когда покупается в один аквариум скалярии, барбусы, ну и те же самые гуппи. Ладно, я в этом случае не продам своих рыбок, но я же не всегда знаю, к кому наши рыбки будут подсажены. Поэтому прежде чем покупать наших рыбок, мы рекомендуем владельцам аквариумов ознакомиться, с какими видами аквариумных рыбок могут жить гуппи и какое количество рыб смогут без проблем жить в таком аквариуме. Несоблюдение этих норм может привести к таким опасным заболеваниям гуппи, как плавниковая гниль или тот же колумнариус. Еще одна распространенная ошибка аквариумистов, в результате которой болеют гуппи, это переохлаждение. Переохлаждение очень часто происходит при ненадлежащих условиях транспортировки рыбок или, как я уже говорил, в результате поломки обогревателя, установленного в аквариуме. Еще одна причина болезни гуппи от переохлаждения – это когда аквариумисты при подмене воды заливают в аквариум свежую воду из-под крана. Надо помнить, что разница между температурой воды в аквариуме и свежей воды, которая должна быть не более плюс-минус 2 градуса. В противном случае рыбки могут получить стресс, результатом которого могут быть бактериальные инфекции, заболевания, такие, например, как ихтиофтириус или плавниковая гниль. Еще частый вопрос – это почему после родов погибла самочка гуппи? В этих случаях тоже возможно несколько вариантов. Но, как правило, это результат проникновения инфекции в организм
ослабленной после родов самки, как результат ее гибели. Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы рыбок гуппи, это так называемый слипшийся хвост у самцов. На самом деле это тоже один из внешних признаков того, что ваша рыбка заболела, и причиной этого заболевания также является фактор плохой воды, резкой смены среды обитания или параметров воды. Например, рыбка жила в воде с низким уровнем содержания нитратов и попала в аквариум, где этот уровень превышает предыдущее значение в несколько раз. Или, например, вы долго не меняли воду в аквариуме и вдруг решили сразу поменять 1/3 этого объема. В общем, это опять результат не очень внимательного отношения к среде обитания аквариумных рыбок. И, к сожалению, я должен сказать, что если у гуппи слиплись плавники, то спасти ее будет очень и очень трудно. Кстати, некоторые любители гуппи сталкиваются с проблемой, что сразу после рождения, первые дни, мальки гуппи могут начать поджимать плавнички. В этом случае причина, скорее всего, еще не сформировавшемся иммунитете мальков. Такая реакция на внешнюю среду у мальков чаще всего происходит на перепады температуры воды в аквариуме. Например, днем она была 24 градуса, ночью опускается до 21 градуса. Для взрослой рыбки такие колебания температуры не смертельны, хотя и неприятны. А вот мальки могут запросто заболеть, и там уже как повезет. Если есть еще есть такие случаи, когда вы принесли крепких на вид и здоровых рыбок домой, посадили в аквариум, поставили новый обогреватель, аэратор, термометр, а на следующий день обнаружили, что новые рыбки все погибли или очень скверно себя чувствуют. Вы внимательно смотрите показатели воды, вроде все в норме, и корм не просроченный, и температура воды была стабильной. Так в чем же дело? А причиной всему вполне может быть как раз новое оборудование, точнее материал, из которого он был изготовлен. Часто азиатские производители аквариумного оборудования используют в производстве резину и пластик с высоким недопустимым уровнем содержания отравляющих и вредных веществ, таких, например, как фенол. И в этих случаях, конечно, вам трудно будет найти источник гибели ваших питомцев. Но даже если вам удастся его найти и убрать из аквариума, то при высокой степени отравления рыбок спасти их вряд ли уже получится. Теперь давайте рассмотрим еще одну любопытную причину болезни или гибели гуппи. Эта причина может проявиться, если вы привыкли подсаливать воду, в которой живут ваши гупешки. И вы это делаете в аквариуме с фильтром и грунтом. Мы не солим нашу рыбу. И поэтому эту ситуацию мы рассмотрим чисто теоретически, на основании опыта других аквариумистов-гуппятников. Итак, причина, от чего погибают гуппи в соленой воде в аквариуме, может быть несколько. Причина первая. Повышение солености в пресноводном аквариуме ведет к уменьшению активности нитрофицирующих бактерий. То есть процесс нитрофикации постепенно падает при росте степени солености воды. А при достижении солености 25 промилле прекращается полностью. В этом случае погибшие бактерии в грунте и биофильтре могут просто отравить рыбу. Причина вторая. При повышении солености возрастает ядовитость нитрата, а его пороговое содержание в воде для разных видов разное и может отличаться в разы. В этом случае, например, гуппи могут погибнуть, а более стойкие к нитратам породы аквариумных рыбок могут и не пострадать. Причина третья – это отдельные виды мутирующих патогенных бактерий хорошо приспосабливаются к повышенной солености и чувствуют себя в соленой воде даже лучше. Например, азиатские виды. И они способны даже за одну ночь погубить рыбу. Вот это чисто теория, мы с этим не сталкивались, но я обязан вам это донести. То есть эта история с подсаливанием воды для живородок тоже может дать плачевные результаты, если делать это неправильно или превышать рекомендованные дозировки. Еще одна причина, по которой болеют и гибнут гуппи, я бы назвал одним словом – непонятно. Вот один я вам привезу реальный случай. Одна из наших покупательниц имеет небольшое аквариумное хозяйство, и у нее наши гуппи замечательно живут, плодятся, все отлично. Но есть у нее один аквариум,
в котором никак не переживается не только гуппи, но и любая другая живородка, будь то велиферы, пиццили или меченосцы. 2 месяца и все. Но при этом там прекрасно себя чувствуют креветки омана и сомики. Вода обычная, водопроводная, без осмоса. Но вот что только она не делала, уже и профилактически обрабатывался аквариум. Сами рыбки в нем комплексно пролечивались от внутренних паразитов, жаберных сосальщиков, всевозможных бактериальных инфекций. Причем лечение проводилось качественными, специализированными лекарствами, а не домашним самопалом. В течение года какие-то там рыбки были не заселялись, какие бы ни заселялись, но результат всегда был плачевным. Может быть, и было бы возможно решить эту проблему, если бы в этом городе или ближайших городах были бы специалисты-ихтиопатологи с необходимым лабораторным оборудованием, куда можно было бы привезти рыбок из этого аквариума на анализ. Но, к сожалению, таких специалистов в этом регионе не оказалось. И, соответственно, ответа на вопрос, почему в этом аквариуме не живут живородящие аквариумные рыбки, у меня тоже нет. Но такое тоже бывает. Как видите, причин, по которым не только гуппи, а практически все аквариумные рыбки могут болеть и погибать в результате этих болезней, достаточно большое количество. И все же главный вывод можно сделать, что основная причина проблем в аквариуме, и в том числе болезни рыбок, это неопытность аквариумиста или его халатное отношение к содержанию аквариумного хозяйства. Если вы будете правильно, самое главное, регулярно проводить подмены воды в аквариуме, создадите стабильный температурный режим в нем, не будете пренебрегать плотностью посадки, принципов добрососедства, сумеете составить правильный рацион питания ваших рыбок с использованием качественного и здорового корма, то в принципе сможете значительно снизить риск получения проблемы со здоровьем ваших аквариумных рыбок. В этом ролике я специально не стал раскрывать очень важную тему карантина для вновь приобретаемых рыбок, так как в свое время мы уже записали целый ролик из 3 роликов, целый цикл из этих 3 роликов, в которых мы старались максимально подробно раскрыть ее. Эти ролики вы можете посмотреть в нашем плейлисте «Карантин для гуппи». Ссылка на него дана в описании к этому ролику. Друзья, в заключение я хочу предвосхитить вопрос, который наверняка вы хотели бы нам задать. А именно, хорошо, ну вот вы рассказали о причинах, которые приводят к болезням и гибели гуппи в аквариумах, а как их лечить? Вы при этом не рассказали. Но это логичный вопрос, и ответ у него у нас тоже имеется. Друзья, за долгое время разведения гуппи мы, в принципе, научились их лечить. Но при этом мы сталкивались вот с таким вот парадоксальным выводом, что в сети интернета очень часто способы и методы лечения одной и той же болезни разными авторами описываются совершенно по-разному. И добавлять сумятицы в голову любителей аквариумистики мы не считаем нужным. Тем более одно дело, когда ты на свой страх и риск лечишь свою рыбку, и совсем другое дело, когда предлагаешь методы лечения чужой рыбки, тем более даже не видя ее воочию. Такую ответственность мы точно брать на себя не хотим. Для этого есть люди особой профессии, ихтиопатологи, специалисты, занимающиеся лечением рыб. У многих из них есть свои авторские каналы на YouTube, где они регулярно публикуют ролики на тему лечения аквариумных рыбок. Поэтому ожидать от нас роликов на темы, как лечить рыбок от определенных болезней, не стоит. Мы, по крайней мере, пока этого делать не намерены. Друзья, в принципе, все, что я хотел сказать вам в этом выпуске, я сказал. Добавить мне больше нечего, поэтому я с вами прощаюсь. Желаю вам и вашим аквариумным рыбкам крепкого здоровья и до новых встреч на канале «Московские гуппи». Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.